Всем привет, с вами Артур, и сегодня у нас обзор парома Изабелла, ну и немного Швеции. За круиз туда и обратно я заплатил 153 евро за двоих. Ну что, вот так вот выглядит каюта. Каюта двухместная, четырехместная выглядит абсолютно так же, но здесь будет 4 места. 2 сверху, 2 снизу. Здесь же у нас 2 места снизу. И это, кстати говоря, хорошо. Каюта без окна. Что у нас тут есть? У нас тут розетки есть, нет, не вижу. Но есть какие-то кнопки. Кстати говоря, дают полотенца. И вроде как свежее, чистое белье. Я нашел розетку, вот она. Какие-то журналы. И вот так выглядит вход. Есть кондиционер. Ну что ж, давайте посмотрим туалет. Туалет у нас ожидание оправдал. Он очень чистый и не такой большой, конечно, как в номерах гостиницы, но достаточно тоже такой хороший, удобный. Не нужно тут скрючиваться 3 погибели. Даже для такого жердяя, как я, места хватит. Что тут у нас? Даже полный дозатор мыла. И, кстати, куча стаканчиков. Туалетная бумага тоже есть. Вот такой вот интересный коридор. Это 5-я палуба. С правой стороны находятся каюты с окном. Здесь находятся каюты посередине корабля, где окон нет. Конечно, есть каюты дешевле. Они расположены на совсем низких палубах. Но, по мне, так это самое идеальное место. Выше уровня воды. В одном из коридоров я обнаружил интересный значок. Бухать и курить запрещается. А вот так вот выглядит каюта с окном. Давайте немножко заглянем. Вот так вот. Ну, в принципе, ночью через него все равно ничего не видно. Только море черное. Ну что, ночью шуметь тут запрещается. Что, в принципе, логично. И место для курящих людей где-то там. А вот это первое место, куда вы попадаете, когда заходите на корабль. Он же Meeting Point. Если вы с друзьями потерялись, то идите сюда. Опять же, есть лифты. И для любителей романтики лестницы. Так, ну что, здесь у нас жилеты спасательные. Будем знать, если вдруг что. Вот, дорогие друзья, мы на 7-й палубе. Тут расположены всякие развлекательные вещи, как, например, массажные кресла и напитки. И супермаркет, который сейчас закрыт. Откроется он тогда, когда мы пересечем границу Латвии. Информация, да, это дьютик. Можно поколотить грушу, а не приятеля. Здесь можно выпить. Можно и просто посидеть с кофе. А в окне раскинулась красавица Рига. Набережная. Вот так там все красиво. И порт. На корабле огромное количество разных кафешек и ресторанчиков. Да и вообще мест, где можно отлично посидеть с пивом и чипсами. Ну или с чашечкой кофе. Если вы пришли со своим, ведите себя культурно. И тогда со стороны персонала к вам тоже не будет претензий. Во, пошла жара. Это уже палуба. Вот так это все выглядит, конечно, шикарно. Вот такая вот наша маленькая Рига. Это уже с другой стороны. Вантовый мост. И все такое прочее. И прямо над нами спасательная шлюпка. Вот она вот такая вот. И там их несколько. Это самая высокая точка парома, где расположена труба. И тут очень громко работает мотор. Какие-то радары там или что-то, какие-то девайсы для чего-то. И вот такие вот шлюпки спасательные. Вот они висят. Кстати говоря, вот там вот есть вход, где через него можно войти в случае чего на эту шлюпку и спастись.
И вот вам, пожалуйста, наш город, набережная. Очень красиво. Вы не поверите, что я тут нашел. Специально для животных на палубе есть вот такая вот песочница. Но обязательно потом нужно убрать за собой и за своим животным. Ну, а вот это уже другая сторона нашей реки. Вот я стою на такой штуке, которая возвышается над палубой, и мне прекрасно все видно. Как видите, все шикарно, тут все чисто. Я чуть не сбросил этот стакан ногой. Бывает. Вот, везде мусорники. По сравнению с фестивалем и романтикой, Изабелла — это очень чистый корабль, где действительно следят за чистотой. И очень шумит установка. Здесь вентиляция установлена у этого парома. Ну вот, смотрите, какой вид открывается вот с этой палубы. А мы не заметили. Это индустриальный район города Риги. Ну все, выходим из латвийских территориальных вод. Вы видите мол, выходящий далеко в море. На его окончании расположен маяк, где можно хорошенько погулять. Там очень красиво. Как-нибудь я вам сниму про него обзор. С другой стороны пролива расположен точно такой же мол с маяком на его окончании. Ну все, плывем в Швецию. Дует очень сильный ветер, а это уже Стокгольм, дорогие друзья. Палуба самая верхняя, сразу за трубой. Вот так она выглядит. И даже есть один столик, за которым можно посидеть и попить пивка или кофе. Это корма, самая крайняя точка. И вот так выглядит заход в Стокгольм. Очень красиво. Маленькие островочки, на каждом островке построены какие-то дома, может быть, там кто-то даже живет. Конечно же, это еще не конец, еще нас ждет увлекательное путешествие по самому городу. Сходим, наверное, в старый город и, конечно же, посмотрим новые здания. Я не скажу, что тут очень тепло. Если в Латвии было где-то градусов 20, то здесь очень сильный ветер и такой уже достаточно холодный. Хотя понятно, это все-таки северная столица. И на заднем плане уже мы видим современные здания и высотки. А вот это бар на корме. Пиво там стоит 5 евро. Очень дорого. И вон там уже на горизонте виден терминал порта. Наш паром разворачивается. Скоро капитан запаркуется. Вот как эти два красавца. Чайки здесь летают очень близко и немножечко от латвийских отличаются. У них черные спинки. У нас они более светлые. Рядом с портом, как вы видите, куча новостроек, где каждое утро рядом с ними проплывает паром. Ну вон, смотри, вон туда мы парковаться будем. Ну вот, смотри, дружище, мы уже паркуемся потихонечку. Корабль идет боком. И вот такой вот красивый остров. И капитан делает просто ювелирную работу и паркуется бочком. Конечно, шикарно. Вот как видите, работают двигатели чуть-чуть вбок, и паром паркуется. Давай я перейду на другую сторону и покажу тебе, что есть с другой стороны. Вот он, кстати, бар этот, где цены просто огромные. И, наверное, лучше в дьютике что-то взять подешевле. Кстати говоря, если вы придете сюда со своими напитками, у вас никто не будет их отбирать, и вы спокойно сможете их попить. Мы потихонечку продвигаемся. И на заднем плане грузовой терминал. И вот такой вот Стокгольм. Новые машины, видимо, тоже только что выгруженные. Вот так выглядит порт с другой стороны. Я так понимаю, там девушка тоже швартует? Девушка-матрос. Вот так вот. Специально обученная девушка-матрос. Они маленьким тросиком вытягивают огромный. И сейчас они его обвяжут, и все, и паром будет пришвартован.
И потом, скорее всего, мы пойдем по вот этому коридору. А вот здесь, дорогие друзья, с этой стороны очень жарко. Там было ветрено, а здесь жарко. Это поехали машинки, которые пришли с нами на пароме из Латвии. Вот сколько их много. Самое интересное, что вон в том боксе они проходят тест на алкоголь. То есть, если их водитель этой ночью нажрался, то извините, сам виноват. По шведским законам тут все очень строго. Мы идем по тому самому коридору на выход. И вот такой вот паром, на котором мы приплыли. Вот он огромный. Как ты, наверное, понял, дружище, мы уже вернулись на корабль и отплываем от берегов Стокгольма. И я продолжу свой обзор. Мы пройдемся по кораблю и посмотрим то, что я не успел вам показать в прошлый раз. Ну что, в этой кафешке есть хорошее предложение. Вчера мы взяли кофе за 3,50. Оказалось то, что всего за 5 евро мы получили бы комплексный обед из кофе, какой-то булочки вот такой вот небольшой и какой-то фруктик. Вот, в этой кафешке, в принципе, можно адекватно поесть. 100 грамм любого блюда стоит евро 90. Здесь много чего. Горяченькое, и там салатный бар. Есть всякие коктейли интересные, соки и, конечно же, пиво и разливное вино. Цены, в принципе, вы видите. 0,4 пива будет стоить вам 5 евро. А вот и салатный бар. В принципе, плюс-минус стандартный набор. Для любителей азартных игр есть вот такие вот аппаратики, в которые можно закинуть еврики, конечно же, ничего не выиграть. Ну, на корабле это разрешено. Сейчас мы отойдем немножко в море подальше и их включат. Ну и вот он, чуть-чуть цен. Коктейльчик с водкой стоит 7,50 евро. Ну и в принципе 7 евро тут стоит любой напиток. Прямо здесь в холле стоят массажные кресла, которые стоят 3 евро за 5 минут. Вот так. Можно свой тост уже тут помассажировать. И очередной какой-то очень стильный бар Jack Daniels. Видимо, его тут наливают. Давайте посмотрим цены. Сколько? Ну вот, как видите, шотик 6 евро. А шот плюс пиво 7,50. И какой же паром без магазина Duty Free? Огромный выбор просто всего на свете. Косметика, одежда, сувениры, еда, алкоголь. В том числе и пиво. Пиво на вкус ужасное, но и недорогое. И вообще, цены приятно порадовали, особенно на парфюм. Алкоголь стоит так же, как и в обычном магазине, может даже немножко дешевле. Еда, конечно, подороже. Вот вы не знали, а свинка Пеппа у нас в тренде. И стоит всего ничего, 14 евро. Вот, кстати, хороший красивый поло, всего лишь за 20 евро. И очень хорошая ткань. И действительно хорошая одежда и недорого. Часы тоже очень-очень разные, от 40 евро и до 500, даже, наверное, и выше есть цены. Мне кажется, набор такой же, как и у нас в Риге. Сколько эта сумочка стоит? 105 евро. Она очень красивая. И, кстати, сумочка Guess. Сумочка Guess у нас стоит 119 евро. Это у нас 8-я палуба и, опять же, маленький ресторанчик. Кофе плюс любая булочка, либо любой тортик стоит 4,50. Но есть маленький лайфхак. Можно принести салатик за 2 евро с 7-й палубы.